Всю свою жизнь я считал и думал, что надо есть мясо. Без мяса мы не можем жить, мы просто умрем. Prepare to meet Kali in hell. Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я решил рассказать вам об одной очень важной части моей жизни, а именно о веганстве. В этом видео я расскажу вам, кто такой веган, почему люди становятся веганами, и также поделюсь вам своей историей, как я сам стал веганом, и сломаю некоторые стереотипы о веганах. Дисклеймер. Я не пытаюсь учить вас, как жить, что вам делать, а что вам не делать. Я просто расскажу вам информацию. Если вам это интересно, то устраивайтесь поудобнее и поехали! Итак, что такое веганство? Сначала я прочитаю официальное определение, которое я нашел на Википедии. Но не бойтесь, я вам его объясню. Веганство – это образ жизни, стремящийся к исключению, насколько это возможно и реализуемо, всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды и любых других целей. Итак, что это значит? Это значит, что веганы – это те люди, которые решили самостоятельно отказаться от продуктов животного происхождения. То есть они не едят мясо, не пьют молоко, не едят яйца. Также они не используют средства бытовой химии, как стиральный порошок, шампунь, которые тестировались на животных. Также веганы не носят одежду, которая была сделана из животных, такая как кожа, шерсть, мех и другие подобные вещи. Существуют разные виды веганов. Некоторые веганы, они носят кожу и носят шерсть, некоторые нет, но это уже немножко другая вещь. Тут самый главный вопрос, насколько ты можешь это делать. То есть в определении сказано, насколько это возможно и реализуемо. Если ты можешь отказаться от разных видов животных продуктов, то отказывайся от них. Если это трудно для твоего здоровья или для денег, то не надо отказываться. То есть мы делаем это насколько мы можем, максимально. Почему люди становятся веганами? Существует много разных причин, но мы можем объединить их в три основные главные. Первая – это этическая причина или причина ради животных. Эта причина, я думаю, весьма понятна, потому что для того, чтобы сделать мясо, нужно убить животное. И многие веганы считают, что животные – это такие же достойные жизни существа, как и люди. Поэтому мы не имеем права забирать у них жизнь. Тем более в этот момент, в это время сейчас в мире очень-очень плохая ситуация с фермерским хозяйством. Очень большое количество животных в очень маленьких условиях, и у них очень плохая жизнь. Но самое главное, какая бы хорошая жизнь у них ни была, в конце они будут убиты. И по этой причине многие люди просто не хотят поддерживать убийство, и они становятся веганами. Ну, это вкратце. Если вам более интересна эта вещь, я оставлю ссылки в описании под этим видео. Вторая причина, почему люди становятся веганами, это здоровье. Все больше людей в этом мире выбирает веганство из-за здоровья, потому что веганская диета, во-первых, наполнена клетчаткой, а клетчатка – это здоровый кишечник. Это значит, что очень сильное очищение организма. Также люди, которые следуют веганской диете, у них намного ниже риск появления рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также люди, которые едят веганскую еду, у них намного ниже вероятность получения болезни Альцгеймера.
Если вам интересно больше узнать о причинах здоровья, то я оставлю ссылки под описанием этого видео. Третья причина, по которой люди становятся веганами, это экологическая причина или ради окружающей среды. Для того, чтобы прокормить одного не вегана, требуется в 17 раз больше земли, в 14 раз больше воды и в 10 раз больше энергии, чем человека, который веган. Также для того, чтобы прокормить всех животных, которых люди убивают на мясо, нужно потратить много территорий не только для этих животных, но и для производства корма для этих животных. Также большое количество животных означает это большое количество СО2, означает большое количество метана, который попадает в атмосферу. По некоторым данным, 51% всего углекислого газа в мире происходит именно из-за животноводства. И, естественно, этот углекислый газ приводит к глобальному потеплению. Как я стал веганом? Как я стал веганом? Ну, это очень длинная история, но я постараюсь рассказать вам коротко. Во-первых, я очень долго думал, что невозможно быть веганом, что без мяса мы все умрем, что люди, которые веганы, они сумасшедшие. Когда я встретил мою бывшую девушку, то она была вегетарианкой, и я очень часто делал шутки по этому поводу. Но когда мы начали жить с ней вместе в одном доме, то за 2 недели я ни разу не ел мясо, потому что она готовила. И после 2 недель я подумал, я не ел мясо, и я даже этого не заметил. То есть мне больше не хотелось есть мясо. И я подумал, это нормально, может быть, я попробую быть без мяса. И тогда я сначала отказался от мяса, а через полгода я отказался от рыбы, а еще через полгода от яиц. И потом примерно через год я стал веганом. То есть я больше не ел никакие продукты животного происхождения. И первая причина для меня была здоровье. Со временем, когда я все больше и больше видел, насколько животные — это живые существа, которые хотят жить так же, как я и как вы, я понимал, что для меня самая главная причина быть веганом — это ради животных. Итак, давайте поговорим немножко о стереотипах о веганстве. Самый первый стереотип, который люди мне всегда говорят, это мясо вредно, да, мясо это убийство, но что плохого в молоке и в яйцах? Во-первых, молоко, конечно, это не убийство в прямом смысле, однако, когда корова беременная, когда у нее есть ребенок, а что делать с ребенком? Он не может пить молоко. Если это девочка, она будет пить какой-то химический заменитель. А если это мальчик, то его можно убить на мясо. Ну а что делают с коровой, когда она уже старая, когда она не дает молоко, то ее тоже убивают на мясо. Это не прямое убийство, это косвенное убийство. А при производстве яиц происходит примерно то же самое. Когда курица дает яйцо, чтобы из него получается птенец, да, маленькая птичка. И когда этот птенец девочка, она может быть следующей курицей, которая дает яйца. А если это мальчик, то его сразу же убивают в первый день жизни. И просто его вживую перемалывают и делают корм для животных. А девочки потом всю жизнь рожают, и в этих очень маленьких батарейных фермах, где очень мало места, и у них отрезают им клювы, это просто ужасно, просто ужасно. Поэтому, надеюсь, теперь вы понимаете, почему я не пью молоко и не ем яйца. Стереотип номер 2. Веганы слабые и не сильные. Многие люди думают, что если человек веган, то он слабый, то у него нет никакой силы. Но это неправда. Сейчас в мире есть так много веганов-атлетов, которые побеждают на соревнованиях, на олимпиадах, бегуны, велосипедисты, пауэрлифтеры и тому подобное. Если вы этому не верите, посмотрите на этих людей, и я уверен, что все ваши сомнения уйдут в сторону.
Стереотип номер 3. Когда ты веган, у тебя недостаточно нутриентов. Многие всемирные ассоциации, включая Всемирную организацию здравоохранения, Американскую ассоциацию диетологов, утверждают, что веганская диета абсолютно нормальна, и если она сбалансирована, она подходит как для взрослых, так и для детей. На веганской диете можно получить все белки, все аминокислоты, незаменимые и заменимые, а также получить все витамины. Конечно, может быть, витамина В12 мы не можем получить его прямо, но мы можем принимать его в форме таблетки. Но многие скажут, это неестественно. Но а что естественно? Естественно, пользоваться телефоном, смотреть телевизор, жить в доме. Я думаю, что принимать одну таблетку в день или в неделю, в зависимости от дозы, это достаточно, чтобы вести этический образ жизни и никого не убивать. Люди думают, что нет вкусной еды. Это самое большое заблуждение. Когда я стал веганом, я не только не скучал сильно по еде, по мясу, да, но я нашел так много новой еды, новых специй, новых ингредиентов, каких-то продуктов, овощей, фруктов, которые раньше я совершенно о них не знал. Но сейчас я просто кайфую от того, что я могу все это есть, и я очень рад этому. Но опять же, быть веганом не значит всегда есть здоровую еду. Можно есть и веганскую пиццу, веганские чипсы, веганские бургеры, и это тоже нормально. Главное, сильно этим не увлекаться. И последний аспект, который люди боятся, то, что если ты веган, то у тебя не будет друзей. Это неправда, потому что у меня есть друзья, да, они шутят по поводу моего веганства, но, тем не менее, они мои друзья, они меня приняли, они меня поняли, так же, как и моя семья. И у меня появилось намного больше новых, интересных друзей, которые также увлекаются веганством. Поэтому не переживайте, друзья, вы не один, нас много. И закончить это видео я хочу на той фразе, что иногда люди меня спрашивают о том: Сергей, ты скучаешь по мясу, вот, по сыру, да? Честно, сейчас нет, но когда я только начал быть веганом, я немного скучал по сыру, потому что это была очень важная часть моего ежедневного рациона. Но на самом деле, что я скучаю больше, это чтобы видеть чистые реки, чистое небо, видеть улыбки животных. И для меня это намного важнее, чем один раз поесть вкусную еду. Вот и все, друзья. Спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы не чувствуете себя, что я вас как-то тут пытаюсь веганизировать. Я просто хотел рассказать вам о том, что важно для меня. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу веганства, по поводу того, что я делаю, или как-то вы хотите узнать, то, пожалуйста, спрашивайте в комментариях. Я обязательно всем отвечу, всем помогу, всем все расскажу. И, конечно, не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно, если вы хотите поддержать меня финансово, мой проект, то вы можете поддержать меня на Патреоне, либо купить мне кофе на сайте Ko-fi. Да? Ну, да. Я думаю, это все. Спасибо, друзья, еще раз. До скорого и пока-пока.